Притча «Три смеющихся монаха». Давным-давно в Древнем Китае жили три старых монаха. Их имен никто не знал, но в Китае их прозвали просто тремя смеющимися монахами. Они всегда путешествовали вместе и все время смеялись. Монахи приходили в деревню или город, становились на главной площади и начинали смеяться. Да так, что, глядя на них, все стоявшие рядом люди смеялись от всей души. Все прохожие не могли сопротивляться их заразительному смеху и тоже начинали хохотать, пока вскоре не собиралась большая смеющаяся толпа. Когда уже смеялась вся деревня, монахи уходили в другое поселение. Смех был их единственной проповедью, единственным посланием. Они ничему не учили, они просто смеялись. Во всем Китае их любили и уважали. Никто не проповедовал подобным образом, никто не доносил то, что жизнь всегда нужно воспринимать как прекрасную возможность хорошенько посмеяться. Они смеялись не над кем-то в отдельности, а будто бы потешались над какой-то грандиозной шуткой. Монахи распространяли веселье по всему Китаю, не произнося при этом ни слова. Они много лет путешествовали и смеялись, неся радость и счастье по всему Китаю, пока однажды, находясь в одной из деревень, один из них не умер. Люди были потрясены этой новостью и прибежали издалека, оставив поля без присмотра, только чтобы стать свидетелями реакции двух других монахов на это трагическое событие. Люди ожидали, что они наконец-то увидят их скорбь и слезы. Каково же было их изумление, когда они увидели тело одного монаха и рядом двух монахов, которые почему-то смеялись еще сильнее. Монахи хохотали так, что, казалось, не могли остановиться. Увидев их в таком состоянии, несколько человек из толпы подошли к ним и спросили, почему же они не оплакивают своего умершего друга. Монахи, хранившие до этого многолетнее молчание, ответили: «Мы смеемся, потому что этот человек одержал победу. Вчера по дороге в вашу деревню третий из нас предложил поспорить, что победит тот из нас, кто умрет первым, и теперь он победил. Старый негодяй, у него даже было подготовлено завещание. Теперь, когда он выиграл, мы должны следовать его желанию. Согласно обычаю, тело умершего перед сожжением омывают и переодевают. Однако в своем завещании он попросил не соблюдать эту традицию, не мыть и не переодевать его перед тем, как положить на погребальный костер. Старый монах попросил оставить ему старую одежду, так как он никогда не был грязным. Он сказал, что не позволял грязи этого мира проникать в него через его смех. И вот, чтобы оказать умершему почтение, монахи не стали его переодевать. Тело монаха положили на костер вместе с его старой одеждой. Когда огонь разгорелся и начал касаться его одежды, внезапно, к всеобщему удивлению, во всех направлениях взорвался фейерверк из сотен ярких цветов. Эта притча учит тому, что жизнь — это великая игра, в которой важно сохранять радость и легкость, несмотря на обстоятельства. Смех помогает преодолевать любые трудности, а восприятие жизни с благодарностью и юмором делает ее легче и светлее. Монахи показывают, что даже смерть можно воспринимать не как трагедию, а как естественную часть пути, ведь настоящий смысл жизни в радости, свободе от тревог и любви к моменту. Третий мудрец, зная, что его уход может вызвать печаль, заранее позаботился о людях и спрятал фейерверки в свою одежду, чтобы даже после смерти подарить им радость. Это был его прощальный смех, последнее напоминание о том, что жизнь — это праздник, и мы сами выбираем, как ее прожить.